Здравствуйте, дорогие друзья! Связала вот такие вот пинеточки. Почему-то я думала, они у меня меньше размером получатся, но получились какие-то они у меня чуть побольше. Ну, маленьких, я думаю, я их оставила, потому что маленьких у меня достаточно на канале. Вот я решила их оставить. 12 сантиметров подошва. Они связаны простенько, девочки, совсем простенько. Ну, смотрятся они очень оригинально, благодаря тому, что вот как-то мне получилось подобрать такие вот интересные цвета. Такой цвет, он как немножко тут точечки всякие голубенькие, розовенькие, и сама пряжа желтоватая, как слоновая кость цвет. И сюда я вставила 2 ряда кукурузки, тоже она очень красиво смотрится вот здесь вот. И продолжение кукурузки я сделала здесь такой вот мысик резиночкой. Резиночку 1 на 1 связала. Связала так спонтанно, не думала я как-то, что получится. Начала вязать, довязать. Здесь у меня отворотик, вот такой я сделала, перегиб интересный. Просто лицевыми петлями провязала отворотик. Он очень хорошо ложится, благодаря тому, что тут у меня 2 ряда провязано чулочной вязкой. Итак, давайте, если кому они приглянулись, кому понравились, кому нужны такие пинеточки, то мы сейчас будем с вами их вязать. Шнурочек я сделала немножко потолще, я его крючком вязала. Как я связала, я вам покажу. Он очень просто смотрится, и не толсто, и не тонко, как раз то, что нужно. Я взяла спицы круговые, и размер спиц 3,25. Если с этой стороны, то как-то он по-другому идет. 3,25, ну можно троечку взять. И потом у меня были вот такие 2 моточка пряжи. Я таких прислонила друг к дружке, думаю, ну, должно быть неплохо. И вот начала я вязать подошву с этой пряжи. Коричневая у меня подошва. Я набрала 31 петлю и провязала уже 1 ряд лицевыми петлями. Набираем 31 петлю. Вяжем ряд лицевыми петлями и дальше будем вместе вязать подошву. Пригодится еще нам ножнички и крючок, потому что заднюю часть и подошву я сшивала. Нет, получился вот такой вот аккуратненький шовчик и по подошве. Здесь абсолютно не грубо, если правильно сошьете, я покажу вам, как правильно сшивать, чтобы не чувствовалось вообще тут никакого шва. Итак, набираем 31 петлю и вяжем 1 ряд лицевыми петлями. Далее вяжем следующий ряд. Кромочную снимаем, далее 1 лицевая, накид, и дальше вяжем 13. Провязали 13 петель, затем накид, 1 лицевая, не 2, как мы обычно вяжем, а 1, потому что мы набрали нечетное количество петель. Почему я набрала нечетное количество? Чтобы получилось у меня тут резиночка ровненькая. Потому что если будет четное количество, то резинка не получится у нас. Или здесь будет у нас 1 петля лишняя, или будет лишняя с этой или с этой стороны, смотря куда мы эту лишнюю пустим. Так, провязали 13. Дальше накид, лицевая, накид и опять 13. Остается 2 петли, накид, лицевая и изнаночная вяжем кромочную петлю. Дальше вяжем 3-й ряд, вяжем все петли лицевые. У нас тут попадутся накиды, мы их вяжем за коротенькую стеночку, за заднюю стенку. Переворачиваем петлю. И так будет у нас тут 4 накида. И все 4 накида мы провязываем перевернутой петлей за заднюю стеночку.
Мы будем с вами вязать и расширять подошву 5 раз. В каждом четном ряду мы будем провязывать накиды. Дальше снимаем одну петлю и вяжем 2 лицевые. Накид 13. Накид 3. Накид 13. Накид 2 и кромочная. Следующий ряд вяжем все петли лицевые. Про накиды не забываем. Следующая прибавка. Кромочную снимаем, дальше вяжем 3. Накид 13. Накид 5. Накид 13. Накид 3 и кромочная. Дальше вяжем все петли лицевые, накиды за заднюю стеночку. Дальше следующая прибавка. Кромочную снимаем, дальше вяжем 4, накид 13, накид 7, накид 13, накид 4 и последнюю вяжем изнаночной. И следующая прибавочка, последняя. Снимаем кромочную, далее вяжем 5, накид 13, накид 9, дальше накид 13, накид 5, и кромочная. Теперь следующий ряд мы вяжем с накидами. Накиды вяжем перевернутой петлей, и потом еще один ряд мы вяжем все петли лицевые, возвращаемся вот сюда. И на спице у нас будет 51 петля. Так, подошва готова.
Вот такая она у нас будет. И теперь я возьму другой цвет и провяжу 4 ряда все петли лицевые. То есть 2 дорожки мы вяжем все петли лицевыми. 4 ряда. Так, первую петлю мы тоже, девочки, провяжем. Забыла сказать. И дальше вяжем все петли лицевые. Туда-сюда, туда-сюда, 4 ряда. Так, провязала я 4 ряда лицевыми петлями. И теперь мы дальше будем вязать 2 ряда узором кукурузка, только вот этот один ряд кукурузки состоит из 4 рядов. По лицевой стороне берем другую ниточку, темненькую я беру, коричневую. Первую петлю снимаю, следующая лицевая, потом делаем накид и снимаем, не провязывая. И так эти 2 петли вяжем до конца. 1 лицевая, накид и сняли. 1 лицевая, накид и сняли. По изнаночной стороне кромочную снимаем. Дальше у нас идет изнаночная, мы ее вяжем лицевой. И следующая идет петля и накид, 2 цвета. Мы делаем накид и эти 2 петли снимаем, также не провязывая. Опять 1 лицевая, накид и 2 петли снимаем, то есть петлю и накид снимаем. 1 лицевая, накид, петлю и накид переснимаем. В конце ряда накид, петлю и накид сняли, потом предпоследняя лицевая и последняя кромочная. Третий ряд рисунка. Снимаем кромочную, дальше у нас идет 1 изнаночная, мы ее вяжем лицевой. И дальше идет петля и 2 накида. Петля светлой ниточкой, 2 накида коричневая ниточка. Мы все эти 3 петли, петлю и 2 накида вяжем 1 изнаночной. Опять 1 лицевая, петля и 2 накида провязывается 1 изнаночной. Вот у нас уже получается кукурузка. В конце ряда 3 вместе, предпоследняя лицевая и последняя кромочная. И 4-й ряд рисунка мы вяжем 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. То есть где лицевая у нас идет, мы ее вяжем лицевой, а где изнаночная, мы вяжем ее изнаночной. И потом мы с первого ряда свяжем еще 4 ряда рисунка. Сейчас мы до конца провяжем 1 лицевая, 1 изнаночная. И затем начнем опять вязать рисунок. Второй ряд провяжем этих вот шишечек. И теперь начинаем заново вязать рисунок. 1 лицевая, накид, снять не провязывая. 1 лицевая, накид, снять не провязывая.
Итак, 2 ряда рисунка у меня провязано. Вот один ряд, вот второй. Каждый ряд состоит из 4 рядов. Дальше. Я на мысик взяла 9 петель. У нас на спице 51 петля. Если мы минусуем эти 9 петель, то получается 42. И 42 петли мы делим на 2 части, по 21. Значит, мы вяжем сейчас коричневую ниточку, мы уже не трогаем. Будем вязать дальше светлой ниточкой. Провязываем лицевыми 21 петлю вместе с кромочной. 1, 2. Первую тоже провяжем, девочки, лицевой. Почему я провязываю? Знаете, чтобы, когда будем сшивать, чтобы было аккуратненько совпали наши цвета. Тогда будет аккуратней задничек наш смотреться. Лицевыми вяжем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Теперь вяжем 9 петель рисунка. Вот как лицевая у нас идет, мы начинаем с лицевой. 1 и заканчиваем лицевой. 2, 3, изнаночная, 4, лицевая, 5, изнаночная, 6, 7, 8, 9. Провязали. Здесь тоже у нас 21 петля осталась. Из этих 21 мы 2 петли вяжем вместе одной изнаночной. Разворачиваем наизнанку, переснимаем петлю, которую мы 2 вместе провязали, и вяжем 9 петель. Начинаем изнаночная 1, 2, 3, 4, изнаночная 5, лицевая 6, изнаночная 7, лицевая 8 и изнаночная 9. И теперь мы 2 вместе из этих 21 мы вяжем вместе 2 вместе одной лицевой. Развернули, пересняли эту петлю и вяжем только 9 петель, резиночка 1 на 1. Провязали 9 петель, потом 2 вместе. Развернули и опять пересняли, и так вяжем 9 петель. И вяжем эти средние 9 петель резиночкой 1 на 1, пока у нас вместе с кромочными, средней частью и боковыми частями будет на спице 33 петли. Провязали 2 вместе, развернули и вяжем только среднюю часть. И считаем, чтобы у нас было 33 петли полностью от начала до конца. Итак, на спице у меня 33 петли. Последний раз я убавила вот с этой стороны. И теперь я провяжу до конца ряда. Полностью уже не буду здесь ничего провязывать. 2 вместе я имею в виду. Вяжем до конца лицевыми петлями. По изнанке вяжем также все лицевые. Вяжем до конца лицевыми петлями, и еще потом 2 ряда по лицевой и изнаночной стороне мы провяжем лицевыми, чтобы у нас вот было 4 ряда, вот 2 дорожки, а потом будем делать дырочки для шнурочка. Провязала я 4 ряда лицевыми, так же как и здесь, вот 4 ряда. И теперь мы сделаем дырочки для шнурка. Первую петлю снимаем, дальше вяжем 2 вместе одной лицевой и накид, и опять 2 вместе и накид. Разницы нет,
какой вы сделаете накид. Или от себя, или на себя, или так, разницы нету. В конце ряда мы провязываем 2 вместе, накид, лицевая и кромочная. И по изнанке вяжем все петли лицевые. Накиды вяжем обыкновенной петлей, чтобы была у нас дырочка для шнурочка. Вот сюда потом мы вденем шнурочек. Итак, дырочки наши готовы. И дальше мы еще будем вязать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дорожек или 16 рядов. Вяжем просто лицевыми петлями. Итак, я провязала столько рядов, сколько я провязала и здесь. По сантиметрам я вам скажу, я провязала тут 4,5-5 сантиметров, начиная от дырочек. Столько же рядов вы потом будете вязать после того, как мы провяжем сейчас один ряд лицевыми и один ряд изнаночными. Мы сейчас вяжем по лицевой стороне лицевыми, по изнаночной стороне изнаночными. У нас получается вот такая вот дорожка, это перегиб будет. Перегиб будет просто ровненько, аккуратненько ложиться. И когда вы провяжете один ряд лицевыми, один ряд изнаночными, дальше продолжаем вязать каждый ряд лицевыми. И вяжите столько, сколько вы считаете нужным. Если вы хотите, чтобы отворот закрыл эти вот шнурочек, значит вяжите дальше. Если вы хотите, чтобы шнурочек был открытый, значит сами смотрите, сколько вам нужно провязать. Можно на 2 ряда провязать меньше, чем вы провязали здесь. И поэтому будет вот так вот смотреться. Это уже дело ваше. Итак, мы вяжем сейчас один ряд лицевыми, один ряд изнаночными. И дальше пошли вязать каждый ряд лицевыми. Провязали ряд лицевыми, теперь по изнаночным мы вяжем ряд изнаночными. Довязали ряд изнаночными, вот у нас получился вот такой вот перегиб. И теперь каждый ряд вяжем лицевыми. Сколько вязать уже я вам сказала. Вот я провязала. Здесь у меня на 2 ряда меньше, чем я провязывала здесь. И когда вот перегибаем, дырочки у меня вот здесь сразу под перегибом. Если хотите, можете их полностью вот так вот закрыть. Что-то мне так понравилось. Ну, как вы видите, очень простой пинеточек. Ничего в нем нет такой сложности. Теперь мы на лицевой стороне перегибаем отворот. И прямо вот здесь сверху берем за 2 косички и вытаскиваем ниточку. Протянули. И посмотрели, ровно ли совпало. Ровненько. Теперь берем здесь 2 косички с одной стороны. Вот. И здесь 2 косички. И протаскиваем ниточку. И так мы с 2 сторон захватываем по 2 косички и сшиваем крючком. Когда мы берем за 2 косички с одной и с другой стороны, у нас получается вот такой вот аккуратненький, ровненький шовчик. Он даже не чувствуется. Итак, я прошью вот чуть ниже этого перегиба, потом выверну наизнанку и по изнаночной стороне сошью сначала беленькой ниточкой, а дальше коричневой. Сюда вот. По подошве мы также сшиваем. Берем вот за 2 косички с одной стороны и 2 косички вот с другой стороны. И протаскиваем ниточку крючком. Вот 2 и здесь 2. Они очень легко сюда, крючок входит в эти 2 петелечки.
довязываем до конца. Ой, вернее, сшиваем до конца. И потом обратно 2-3 раза. И вот так вот вернемся назад. И затянем. Эти кончики тоже мы сюда заделаем. За вот эти вот петелечки с изнаночной стороны. Также беленькую заделаем. И вот изнаночная сторона. Ниточка. Выворачиваем на лицевую сторону. Видите, вот так вот аккуратненько у нас все сшито. И меряем, что у нас тут получилось. Вот так вот. Нам осталось теперь связать шнурочек. Я взяла чуть потолще крючок. Не написано какой, но, наверное, 4. И вяжем цепочку из воздушных петель. Я не считала сколько, я вам сейчас скажу по сантиметрам отмерено. Так, 60, где-то сантиметров 70-72. Вот так, 70-72 сантиметра я связала цепочку из воздушных петель. Вяжем цепочку, а потом я покажу вам, как вязать дальше вот этот вот шнурочек. Итак, провязала я цепочку 70 сантиметров. И теперь вот сразу в первую цепочку воздушную мы вытаскиваем петлю и протаскиваем через петлю, которая у нас на крючке. Вот так вот. Протянули, провязали, протянули. Провязали и протянули. В каждую петелечку воздушную. Вот так вот. У нас получается вот такой вот интересный шнурочек. Он и не толстый, и не тоненький, как раз вот как нужно. Мне очень понравился этот вариант. Я где-то увидела, кто-то так вязал шнурочек. И я теперь в последнее время стала его только так вот вязать. Вот так вот. Ну вот и все, девочки. Вот мы связали вот такие вот симпатичные пинеточки. Веревочка, завязочка как раз по длине хорошая. Длиннее не надо, короче тоже неудобно. И толщина как раз то, что нам нужно. Вот такие вот красотулечки получились у нас, девочки. Я думаю, неплохо. Симпатичные, простенькие, симпатичные, тепленькие, высокие, на завязочках. Что еще нужно для ребенка, да? Ну, кому понравились, вяжите, конечно. Я вам желаю удачи. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, и вы сразу получите оповещение о моих новых видео. На этом я свой урок заканчиваю. До свидания, мои хорошие, до новых встреч. Пока-пока.